В самом начале 21 века ученые решили выяснить, какого цвета Вселенная. Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось, как нередко бывает в науке, пойти на ряд допущений. Поэтому в финальной версии он звучал так: каков цвет Вселенной, если смотреть на нее всю одновременно, издалека и в темноте? Ответ после расчетов и даже пересчетов был таков: очень бледный оттенок бежевого. Видимо, чтобы хоть как-то скрыть разочарование, назвать его решили космический латте. Но дело это не меняет. У нашей Вселенной самый скучный цвет на свете. Почему-то кажется, что еще несколько десятилетий назад, в середине 20 века, такое было просто невозможно, что тогда цветом Вселенной была манящая и пугающая чернота. А, как известно, все самое страшное и интересное прячется именно во тьме. Впрочем, долгое время загадки Вселенной интересовали только ученых, фантастов и подростков. Но 1961 год изменил все. 60-е – это конец черно-белой эпохи человечества, а одновременно с тем – начало эпохи космической. И символом ее стал Юрий Гагарин для всей планеты. Ведь любим и гордимся им не только мы, его соотечественники. Вот так встречали Гагарина в Лондоне. Так в Токио. А вот так в Праге. После полета он побывал более чем в 300 городах 30 стран мира. Гагарин встречался с мировыми лидерами, религиозными патриархами и кинозвездами. В его честь называли улицы и открывали памятники. Люди заполняли площади и футбольные стадионы просто чтобы посмотреть на него. И наверняка в него влюблялись, как иначе. Казалось, среди 3 с лишним миллиардов человек, населявших Землю, не нашлось бы и одного, кому Гагарин не нравился. Но почему? Как так вышло, что простой русский парень, как называл себя он сам, вдруг стал суперзвездой? И что это за неземной магнетизм, сделавший из летчика-истребителя и космонавта, профессии тоже военной, символ мира и будущего всего человечества? Вообще мы не делаем тайны из наших намерений, но не опубликовали время старта. Дело в том, что когда мы достигли Луны, некоторые из наших зарубежных друзей пришли в ярость, что их опередили. Георгий Мартынов. 220 дней на звездолете. 1955 год. Знаменитая кинохроника. Вот на переднем плане старший лейтенант Гагарин. Именно он скоро полетит в космос. Другой человек в скафандре – его дублер Титов. Тоже старлей. Автобус везет космонавтов к стартовой площадке, на которой уже стоит нацеленная ввысь ракета «Восток». Эти кадры, наверное, видел каждый. Вот только не все из них настоящие. Не в том смысле, что тут есть фальшивка. Просто документальная съемка 12 апреля перемешана с реконструкцией, снятой позже, в том же 61 году. За несколько дней до старта корабля «Восток» главком ракетных войск стратегического назначения и заместитель министра обороны СССР маршал Москаленко разрешил присутствие на стартовой площадке съемочной группе из 4 человек. Они должны были снимать картину под рабочим названием «Подготовка и первый в мире полет человека в космос». Но сначала фильм переименовали, а потом и вовсе спрятали на полках архива. Что именно стало тому причиной, сказать сложно. Но даже сегодня некоторые материалы того полета остаются засекреченными. Проверку связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов. Вот, например, факт, о котором в 1961-м не сообщали официальные сводки ТАСС.
Космический корабль «Восток» — это на самом деле межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, переделанная из боевой в пассажирскую. Или то, что запустили «Восток», не с Байконура. Никакого космодрома тогда просто не существовало, а с безымянного ракетного полигона. Неофициально его называли и Тюратамом, и Зарей, но когда после триумфального полета Гагарина полигону потребовалось имя, им почему-то стало Байконур. Байконур – это небольшое село, где в 50-х находилась установка для запуска легких ракет. Они не предназначались для полета в космос, да и сама стартовая площадка была демонтирована еще в 59-м. Почему же выбрали именно это название, не очень понятно. Возможно, чтобы запутать американцев. Но если так, то ничего не вышло. О существовании полигона США узнали еще в 1957 году. И потом долго называли его ракетно-космическим комплексом «Тюратам». Созданный советскими учеными искусственный спутник Земли возвестил миру о великой победе человеческого разума. Запуск первого искусственного спутника Земли доказал всем сомневавшимся, что теперь у Советского Союза есть межконтинентальная ракета. В тот день она несла небольшой металлический шар, около полуметра в диаметре. Удивительно, но этот пищащий шарик навел страху. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age. Американский писатель Стивен Кинг, тот самый, что знает толк в кошмарах, назвал 4 октября 1957 года днем, когда он впервые пережил подлинный ужас. Ему тогда было 10 лет, и сложить 2 и 2 он сумел. Чтобы запустить на орбиту Земли спутник, русским понадобилась большая и мощная ракета. И в другой день эта ракета может полететь не в космос, а в сторону штата Коннектикут, например. Но что, если в ракету поместить живое существо? Скажем, собаку. Легендарные дворняжки Белка и Стрелка стали первыми живыми существами, совершившими успешный орбитальный полет. Сначала собаки пытались сопротивляться навалившейся на них силе тяжести, затем поняли бесцельность этого и замерли. Когда после больших перегрузок наступило состояние невесомости, они повисли в кабине корабля с опущенными головами и лапами. На первый взгляд собаки казались мертвыми, но вскоре пришли в себя. Белка разозлилась и стала лаять, но постепенно они обе привыкли, оживились и стали есть из автоматической кормушки. Справедливости ради, собаки были не одни. Еще на борту находились крысы, мыши, насекомые, растения и грибковые культуры. Беспилотный корабль-спутник 1К, ставший прототипом Гагаринского «Востока», пробыл в космосе сутки и совершил 17 витков вокруг планеты. Животные выжили, хотя насчет мышей не все точно известно, и благополучно приземлились. Хорошо перенесла полет традисканция, которая начала распускаться еще до старта и продолжила цвести после приземления. А 3 месяца спустя Стрелка дала потомство в 6 щенков, одного из которых Никита Хрущев подарил Жаклин Кеннеди, супруге американского президента. Назвали собачку Пушинкой. Но случилось это уже после того, как первый человек побывал в космосе. Этим человеком был Юрий Гагарин. Хотя мог стать и Герман Титов. А мог и Григорий Нелюбов. Вот они втроем гуляют по Красной площади. Эти кадры сделаны меньше, чем за месяц до полета.
А еще все трое записали в доме радио предполетную речь, которая начиналась так. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Текст был один для всех. Тогда еще никто не знал, кто полетит. И сделано ради этой минуты. В итоге выбрали Гагарина, Титов стал его дублером, а Нелюбов – так называемым экипажем поддержки, то есть дублером дублера. К которому мы готовились долго и страстно. На этих кадрах Нелюбов тоже есть. Вот он дает Гагарину конфетку. Правда, его, в отличие от Титова, не стали переодевать в скафандр. Получается, что 12 апреля 1961 года в космос готовы были полететь 3 человека. Вот только место было одно. Эта фотография будущего космодрома Байконур – не привычный нам спутниковый снимок. Она сделана за 2 месяца до запуска первого спутника Земли, созданного человеком. Откуда тогда она? Конечно, с борта самолета-разведчика. За штурвал именно такого Lockheed U-2 1 мая 1960-го сел капитан ВВС США в отставке Фрэнсис Гэри Пауэрс. Одной из его задач была съемка того самого НИИП номер 5. А еще Челябинского комбината «Маяк», ракетного полигона под Плесецком, Северодвинска с его подлодками и Мурманска с кораблями Северного флота. Пауэрс летел вне досягаемости ракет советской ПВО. По крайней мере, так считалось. До того дня. Самолет-разведчик был сбит под Свердловском. Но если бы он пролетел дальше, до норвежской границы, на перехват были бы подняты пилоты 769-го истребительного авиаполка военно-воздушных сил Северного флота. Полк базировался в небольшом заполярном поселке Лоастари, совсем рядом с Норвегией. Здесь служил Юрий Гагарин. О секретном постановлении советского правительства номер 569-264 Гагарин, конечно, не знал. Как и положено военному летчику, он летал. Летал на истребителе МиГ-15 БИС. В любую погоду, полярной ночью, в пургу, ориентируясь только по приборам. А в остальном вел обычную жизнь обычного гарнизонного офицера. Правда, было еще кое-что. Возможно, виной тому охватывающее полнеба северное сияние, которым Гагарин не раз тут любовался, но космос ему буквально снился. «Мне даже снятся корабли», – писал он в одном из писем брату. «Ракеты, темное безмерное пространство космоса, астероиды и маленький принц». Эта повесть была опубликована на русском языке в том самом 59-м. Гагарин вообще любил Экзюпери и то, как он писал о небе. «Твоя дорога вымощена звездами». А еще за год до этого впервые отдельной книжкой вышел, возможно, главный советский научно-фантастический роман «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. Его Гагарин тоже читал. За полярным кругом зимние вечера очень длинные. К этому дню лейтенант Гагарин имел налет в 265 часов. Квалификацию военного летчика 3-го класса и, в общем-то, совершенно понятное будущее. Обычная карьера офицера ВВС, каких в Советском Союзе тысячи и тысячи. А что дальше? Вероятно, этот вопрос возникал и в светлой голове Гагарина. Летом 59-го он рассказывал своему товарищу, что подумывает оставить службу и податься в гражданскую авиацию.
Мол, ему предложили переучиться на второго пилота Ту-104, первого советского реактивного пассажирского самолета. И это, конечно, отличная перспектива – стать летчиком аэрофлота и переехать из северного гарнизонного поселка в Ленинград. В конце концов, теперь он семейный человек, у него есть жена и ребенок. Дочь Елена родилась 17 апреля. Впрочем, никаких документальных подтверждений, что Гагарин всерьез задумывался об отставке, не существует. Зато существуют другие документы, датированные летом 59-го. 7 октября 1959 года впервые в истории человечества беспилотный космический аппарат осуществил гравитационный маневр, облетел Луну и сделал фотоснимки ее темной стороны. Гагарин слушает новостные сводки и понимает, что медлить больше нельзя. На следующий день он подает рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Так он сам потом писал в книге «Дорога в космос». Вот только это неправда. Предварительный отбор в кандидаты в космонавты он прошел еще летом, когда в его часть приехали военные медики Института авиационной медицины. После этого летчика вызвали для прохождения более тщательного медицинского обследования в научно-исследовательский авиационный госпиталь. В Москву Гагарин прибыл именно в тот день, когда человечество впервые увидело обратную сторону Луны. Я знаю только космос, искусство звездоплавания, и этим могу служить моему человечеству. Но ведь цель не самый полет, а добыча нового знания, открывание новых миров, из которых когда-нибудь мы сделаем такие же прекрасные планеты, как наша Земля. Иван Ефремов. «Туманность Андромеды». 1957 год. 11 января 1960-го главком ВВС маршал Вершинин подписал директиву 321-141 о формировании специальной войсковой части, задачей которой была подготовка первого отряда советских космонавтов. Но на самом деле отбор кандидатов уже шел полным ходом. Первые критерии были более чем просты. Возраст около 30 лет, вес до 70 килограммов, рост до 170 сантиметров. Последние два диктовали габариты космического корабля. В космос хотели все, но специальная группа из Института авиационной медицины не читала писем добровольцев. Медики ездили по авиачастям и изучали медицинские книжки пилотов. Впрочем, отбирали кандидатов не только по медицинским показателям. Учитывались профессиональные и моральные качества, особенности характера, коммуникабельность, вредные привычки и прочее. По всему Союзу были просмотрены документы 3461 человека. Первоначальный отсев прошли 352 человека. И только 20 из них будут зачислены в первый отряд советских космонавтов, сформированный весной 1960-го. В Луостаре было отобрано 3 пилота. 2 из них, Юрий Гагарин и Георгий Шонин, потом полетят в космос. Летчикам никто не сообщал, что за отбор они проходят, но задавали 3 вопроса. Первый. Желаете ли вы летать на более современных типах самолетов? На него, как правило, все давали положительный ответ. Второй вопрос. Хотели бы вы летать на новых типах самолетов и работать летчиком-испытателем? Тут тоже большинство отвечали согласием. Но после этого звучал третий вопрос. Хотели бы вы полететь на ракетах вокруг Земли? Это был самый сложный вопрос, но отвечать на него нужно сразу же. Ответ «да» означал несколько месяцев самого жесткого отбора за всю историю советской космической программы. Забраковать могли из-за любой мелочи, например, кариеса или жалобы на головную боль. Причина такой строгости проста. Никто не знал, что ждет человека там, за пределами земной атмосферы.
7 марта 1960 года главный маршал авиации Вершинин встретился с первыми 12 членами первого отряда советских космонавтов. В тот же день приказом главкома ВВС все они были зачислены на должность слушателей космонавтов. Однако полностью отряд укомплектовали только летом, 7 июня. В него вошли 9 летчиков ВВС, 6 летчиков ПВО и 5 летчиков ВМФ. Их вместе с семьями поселили в двухэтажном доме спортбазы ЦСКА на территории центрального аэродрома на Ходынском поле в Москве. В здании барачного типа, где не было никаких удобств, только солдатские койки. Позже у московских чиновников удалось выбить более достойное жилье для будущих космонавтов. Каждой семье выделили по комнате. А еще через несколько месяцев, в октябре, весь отряд передислоцировали в Подмосковье. Летчиков поселили в новом типовом панельном доме в поселке Чкаловский, совсем рядом с аэродромом. Обычная хрущевка на улице Ленина. Квартира Гагарина была на 5-м этаже. Тем же летом, 3 августа 1960-го, правительство СССР приняло совершенно секретное постановление о подготовке полета человека в космическое пространство, а вместе с ним положение о космонавтах Союза СССР. И теперь космонавт официально профессия, со всеми необходимыми формальностями вроде штатных должностей и, конечно, должностных окладов. Правда, профессия тоже пока совершенно секретная. К этому моменту американцы уже год тренировали свой первый отряд. 7 человек в блестящих футуристических скафандрах. Такими их показало в столице США Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – НАСА. Всего полгода как созданная структура. Главной целью разработанного ею проекта «Меркурий» был запуск человека в космос. И, конечно, сделать это необходимо было раньше Советов. Американцы тоже решили, что на роль астронавтов лучше всего подходят летчики-истребители. Хотя их критерии отбора отличались от советских. Возраст до 40 лет, рост до 180 сантиметров, летный опыт не менее 1500 часов, обязательная степень бакалавра в технических областях. Из 110 кандидатов были отобраны 7 человек. Все белые семейные мужчины с отменным физическим и психическим здоровьем. Все христиане-протестанты. Их имен никто не скрывал. Наоборот, все 7 превращаются в самых настоящих звезд. Их портреты появляются на обложках журналов, они дают интервью, кадры хроники с их тренировками показывают по телеканалам. Астронавты стали героями, еще никуда не слетав. А вот в Советском Союзе даже самые близкие не знали, для чего так усердно тренируются будущие космонавты. Гагарин приходил домой после занятий вымотанный, понянчится с годовалой дочкой и начинает клевать носом. Жена Валентина беспокоилась, стала допытываться, что, мол, да как, и вынудила мужа сказать: «Собираюсь в космос, готовь чемодан с бельишком». Гагарин потом признавался, что был доволен. Вроде и все сказал, и ничего не сказал. Подготовкой первого отряда космонавтов занимался Николай Каманин, легендарный советский летчик, прославившийся еще в 30-х, когда руководил спасением людей с зажатого арктическими льдами парохода «Челюскин». Герой Великой Отечественной войны, он был непререкаемым авторитетом для летчиков. Уже летом 60-го из 20-ки первого отряда Каманин отобрал 6. Эта группа проходила подготовку в подмосковном городе Жуковском в первоочередном порядке. 14 января 1961 года Главная медицинская комиссия признала всех их годными для участия в космическом полете. Затем, 17 и 18 января, у первой 6 слушателей космонавтов прошли экзамены, которые принимала уже другая комиссия, во главе с Каманиным. Одним из заданий была имитация полета на космическом корабле и последующий подробный доклад, включая разбор штатных и нештатных ситуаций. Сдать этот экзамен на отлично удалось не всем.
Но 25 января все 6 были официально зачислены в должность космонавтов и получили квалификацию «космонавт ВВС». Комиссия определила рекомендуемую очередность полетов: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Значит ли это, что уже тогда стало известно имя первого советского космонавта? Нет. Всего за неделю до полета Николай Каманин не был уверен в том, кто отправится в космос первым. Окончательное решение он принял лишь за 4 дня до полета. Старт «Востока» был назначен на 11 часов утра по местному времени, но космонавтов разбудили затемно. Гагарин и Титов ночевали в одной комнате в небольшом деревянном доме, всего в 2 километрах от места старта. На вопрос врача «как спалось?», Гагарин ответил своей фирменной поговоркой «как учили». После зарядки, завтрака и медицинского осмотра пилотов стали снаряжать, клеить датчики для регистрации физиологических функций организма во время полета, а потом облачать в скафандры с зеркальцем на рукаве. Дорога до стартовой площадки от домика, где ночевали космонавты, занимала всего несколько минут на автобусе. Мог ли взволнованный Гагарин попросить водителя об остановке, чтобы сходить на дорожку, пока в салоне ждут товарищи по первому отряду и кинооператоры – вопрос отдельный. Считается, что именно так он и поступил. Чем заложил традицию? А может, это все-таки легенда? Во всяком случае, конструкция скафандра СК-1 позволяла космонавту это сделать. Конечно, на борту космического корабля было осенизационное устройство, но для того, чтобы им воспользоваться, разгерметизировать скафандр пришлось бы в любом случае. С другой стороны, туалет был и в автобусе, который вез космонавтов на старт. Внешне это самый обычный лаз, который нередко встречался на улицах советских городов, но только внешне. Внутри, например, он был оснащен специальной системой пылезащиты, совсем не лишней в казахской степи. Ведь попавшая в глаз космонавта пылинка вполне могла стать причиной замены его на дублера. Перед самой посадкой в автобус кто-то заметил, что на космическом обмундировании старшего лейтенанта Гагарина нет никаких опознавательных знаков. Всего год назад поймали шпиона Пауэрса, поэтому случись Гагарину после приземления встретить не спасательную группу, а простых советских людей, это могло бы плохо кончиться. Ведь про шпионов советские люди знали, а про космонавтов – нет. Решение нашли быстро. Раздобыли баночку красной нитрокраски и кисточку. И вручили инженеру-испытателю Виктору Давидьянцу. У него был хороший почерк. На стартовой площадке Гагарина уже ждал Сергей Королёв, главный конструктор прекрасного космического корабля шарового цвета. Королёв, Каманин и еще с десяток человек проводили Гагарина к ракете. Перчатки его скафандра болтались на веревочке, как у школьника, чтобы не уплыли в невесомости. Издали ракета-носитель напомнила Гагарину гигантский маяк. Но вблизи он понял, что ее невозможно сравнить с чем-либо виденным ранее. Лифт поднял Гагарина на высоту 35 метров, туда, где под головным обтекателем ракеты был спрятан корабль-спутник «Восток». Космонавт занял свое место. До старта оставалось 2 часа. Аппарат, в котором сидел Гагарин, был создан специально для пилотируемых космических полетов, то есть для того, чтобы нести на своем борту человека. Но параллельно в особом конструкторском бюро номер 1, которым руководил Королёв, разрабатывалась программа разведывательных спутников. У Советского Союза не было подходящих аэродромов для запуска самолетов-разведчиков. Америка была слишком далеко. Поэтому спутники-шпионы, оснащенные фото- и радиоаппаратурой, были ответом Пауэрсу и другим пилотам ЦРУ. Да, только вписав свои мечты о космосе в суровую логику холодной войны, Королёв сумел получить необходимый бюджет на этот невиданный эксперимент – запуск человека в космос.
Корабль-спутник «Восток» делали не только в Королевском конструкторском бюро. Например, оптическую систему «Взор» производили в Центральном конструкторском бюро Виноградова. Тормозную двигательную установку в ОКБ Исаева. Скафандр с системой вентиляции и ассенизационные устройства на заводе номер 918. А ведь еще были системы регенерации воздуха, система связи и пеленгации спускаемого аппарата, радиотелеметрическая система, медицинская, дозиметрическая, кино- и фотоаппаратура и многое другое, без чего полет Гагарина просто не мог состояться. «Восток» был, возможно, самым высокотехнологичным сооружением своего времени. В создании корабля участвовали 123 организации по всему СССР, и Королёв был дирижером этого гигантского сверхчеловеческого оркестра. До старта оставалось 2 часа. Это время было необходимо, чтобы подключить скафандр к системе жизнеобеспечения корабля, потом проверить его работу и связь. Затем закрыть люк, отвести установщик ракеты и фермы обслуживания. Все это время Гагарин сидел и ждал. Чтобы избавить космонавта от бездеятельного ожидания, на протяжении этих 2 часов Королёв занимал его разговорами по радиосвязи. Петр, я Заря-1. Петр, я Заря-1. Как слышите меня, мне нужно вам передать. Заря-1, я Кедр. Вас слышно хорошо, прием. Юрий Алексеевич, значит, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минуток 6, прежде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь. Прием. Понял вас, совершенно спокоен. Ну, отлично, прекрасно. Имейте в виду, что после минутной готовности 6 минуток будет, так сказать, всяких дел. «Заря-1» — это позывной командного пункта в бункере стартового комплекса. «Кедр» — это Гагарин. Когда главный конструктор был занят, Гагарина развлекали его товарищи по первому отряду. Я Заря. Юра, как дела? Прием. Как учили? Все нормально, все хорошо. Как меня понял, прием. Ты понял, что с тобой говорить? Превосходно понял. Ландыш. Ландыш — это космонавт Павел Попович. Тогда весь Советский Союз пел песенку «Ландыши». Попович сочинил свою версию этой песни, после чего и получил это прозвище. Кедр, я Заря-1, как слышишь, прием. Еще раз. Будь спокоен, как все. До встречи, Заря-1, я Кедр. Слышу вас хорошо. Как меня, прием. Слышу тебя отлично, Юра. Ты сейчас занят? Да, тут совместная работа. Не очень занят, что нужно. Нашел продолжение ландышей. Понял? Понял, в камышах. Поем сегодня вечером. Ландыши в камышах — это такая шутка для узкого круга. И шифр. Все верили и надеялись, что уже этим вечером будут праздновать счастливое возвращение Гагарина из космоса. И для этого «Восток-1» был сделан полностью автоматическим. Королёв настаивал, чтобы в первом одновитковом полете вся аппаратура корабля работала без вмешательства пилота. Поэтому, когда злые языки говорят, что в полете Гагарин ничего не делал, это отчасти правда. Нужно было подстраховаться. Да, к перегрузкам пилотов готовили, а влияние невесомости изучали на животных. А вот что делать, если космос как-то негативно влияет на психику человека? Ведь это не проверить на мышах и собаках. И тогда сверхсовременный и космически дорогой аппарат окажется в руках безумца. Однако и автоматика могла выйти из строя, поэтому была необходима возможность перевести корабль в режим ручного управления. Для этого пришлось бы вскрыть специальный конверт и набрать написанный там код. Конверт так и остался нераспечатанным. Хотя потом выяснилось, что перед полетом инструктор первого отряда Марк Галай и ведущий конструктор «Востока» Олег Ивановский, не сговариваясь, по секрету сообщили Гагарину этот код – 1, 2, 5. И все же, несмотря на автоматику, Гагарин был занят на протяжении всего полета. Вел наблюдения, записывал свои впечатления и показания приборов, докладывал о них по радио. Казалось бы, несложная работа, но от нее зависели в том числе и следующие полеты.
Примерно за час до старта выясняется, что не прошел сигнал одного из контакт-датчиков о прижиме крышки люка. Конструктор Ивановский начинает снимать крышку, чтобы проверить датчик. Для Королёва это стрессовая ситуация, но Гагарину он своего волнения постарался не выдать. Федор, я Заря-1. Юрий Алексеевич, как получилось? После закрытия люка вроде один контактик не показал, что он поджался. Поэтому мы, наверное, сейчас будем снимать люк, и потом ее поставим снова. Как поняли меня? Понял вас. Правильно. Люк открыт, проверяет сигнализаторы. Так, хорошо. Что при этом чувствовал Гагарин, неизвестно. Волновался ли он? Переживал из-за этого контактика? Об этом он ни словом не обмолвился. Он продолжил насвистывать песенку о далеком курносом детстве. Через 15 минут Ивановский и двое механиков отвинтили 30 гаек, сняли крышку люка и осмотрели контакт-датчик. Тот был в порядке. Крышку вернули на место, сигнал появился. После этого необходимо было провести тест на герметичность. Чтобы Гагарин не скучал, Королёв попросил включить ему музыку. Заря-1. Ну как, музыку дали вам, нет? Нет, Федор. Пока не дали, Заря-1. Ну понятно, ведь это ж музыканты, пока туда, пока сюда. Не так-то быстро дело делается, как сказка сказывается, Юрий Алексеевич. Прием. Заря-1, далее, про любовь. Прием. Дали музычку про любовь, да, это толково, я считаю, Юрий Алексеевич. В 8:25 Королёв сообщил Гагарину, что герметичность люка проверили. Все в порядке. До старта оставалось 42 минуты. Это кадры взрыва межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, во время которого погибли 78 человек, в том числе главком РВСН маршал Неделин. Причиной катастрофы была спешка. Накануне пуска выявили дефекты, для устранения которых ракету нужно было возвращать на завод. Но чтобы успеть к очередной годовщине Октябрьской революции, все ремонтные работы решили провести на полигоне, без демонтажа ракеты и слива топлива. Вторая попытка пуска была назначена через сутки. Подавая пример бесстрашия, Неделин остался наблюдать за пуском на нулевой отметке, примерно в 20 метрах от подножия ракеты. Это нарушало все возможные правила безопасности. Но кто посмеет спорить с маршалом? Рядом с ним находилась его военная свита, а также солдаты-срочники и гражданские. Конечно, информация об этой трагедии тут же была засекречена. Но Королёв знал о ней, возможно, он даже видел эту кинопленку. Знать о Неделинской катастрофе могли и космонавты первого отряда. В конце концов, это ведь тоже часть их профессии – реально оценивать риски. Взрыв Р-16 случился меньше, чем за полгода до старта «Востока». Да, это не ракета-носитель, на которой должен был лететь первый советский космонавт, а военная баллистическая, к тому же разработанная совсем другим конструктором – Михаилом Янгелем. Но ведь и у Королёва бывали аварии. В июле 60-го до полета «Белки и стрелки» на орбиту запустили дворняжек «Лисичку» и «Чайку». Полет длился всего 19 секунд. У ракеты разрушился один из блоков первой ступени, после чего она упала. А в декабре из-за слишком пологой траектории спуска был взорван третий корабль-спутник с пчелкой и мушкой на борту. Сделано это было для того, чтобы секретный объект не приземлился за пределами СССР. Конечно, никто бы не стал уничтожать корабль с космонавтом. На пилотируемых «Востоках» системы аварийного подрыва вовсе не было предусмотрено. Но выходит, и Королёв может ошибиться. Тем более ведь он тоже спешил. И спешил очень сильно. Это действительно была космическая гонка.
Люди на 2 континентах пытались успеть первыми сделать то, чего до них еще никто не делал. А следовательно, никто не знал наверняка, как нужно это делать. Пока Советский Союз запускал в космос дворняжек, США сконцентрировались на прыжках, суборбитальных полетах по баллистической траектории. Да, звучит не так амбициозно, как планы Королёва, но главное, что при таком прыжке корабль пересекает линию Кармана, условную границу атмосферы Земли и космоса. А значит, если американский астронавт прыгнет раньше, то именно он станет первым человеком в космосе побывавшим. И плевать, что полет его продлится всего четверть часа. 20 января 1961 года президент Кеннеди выступил с инаугурационной речью в Капитолии США. А за 10 дней до этого на стол избранного президента лег доклад Джерома Визнера, профессора Массачусетского технологического института и научного консультанта Кеннеди. В этом докладе Визнер обвинил НАСА в неадекватном планировании и руководстве и категорически рекомендовал свернуть проект «Меркурий». Иными словами, Кеннеди убедили, что Америка уже проиграла космическую гонку. А раз не получается выиграть, то почему бы не присоединиться к победителю? И президент США недвусмысленно предлагает сделать программу пилотируемой космонавтики международной, а фактически американо-советской. Но, видимо, у НАСА был свой взгляд на этот вопрос. И через 11 дней после инаугурации нового президента в суборбитальный полет отправился шимпанзе с идентификационным номером 65. Свое имя, Хэм, 65-й получил уже после успешного приземления. Точнее, приводнения. После успешного полета Хэма советское руководство небезосновательно решает, что следующим шагом американцев будет запуск ракеты с человеком. Хрущев торопится. 3 марта он проводит заседание Президиума Центрального комитета партии, который выпускает секретное постановление о проведении первого пилотируемого полета в космос. Этот документ обозначает сроки с 10 по 20 апреля 1961 года. Именно тогда советский человек должен оказаться на орбите. Королёв форсирует события и в течение месяца запускает на орбиту 2 беспилотных корабля-спутника. 9 числа с Чернушкой, 25 со Звездочкой. В обоих случаях на борту был Иван Иванович, деревянный антропометрический манекен. Оба полета прошли успешно. Чернушка приземлилась в Татарии, а Звездочка на территории нынешнего Пермского края. Эти 2 запуска были последней, генеральной репетицией пилотируемого полета. Теперь в космос должен был лететь человек. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть старт. Протяжка 1. Есть протяжка. Продувка. Ключ на дренаж. Зажигание, театр, я заря 1. Понял, остается зажигание. Предварительная ступень. Понял. Промежуточная. Понял, подъем. Поехали. Разделение сносителя в
18 минут 7 секунд. Согласно ожиданию. Самочувствие отличное. Чувство невесомости благоприятно влияет. И каких-то таких не вызывает явлений. Как поняли меня, прием. Это был первый обед в условиях невесомости, и Быков втайне пожелал, чтобы он был и последним. Межпланетники деловито, не прерывая разговора, подносили к губам эластичные соски, к которым от закрытых пластмассовых сосудов тянулись гибкие трубки. Куски хлеба и закуски они брали из сетчатых коробочек, не забывая тщательно закрывать их. Аркадий и Борис Стругацкие. «Страна багровых туч», 1959 год. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Родился на исконно русской земле, в Гжатском районе на Смоленщине. Считается, что биография Гагарина – одна из причин, почему на роль первого космонавта все-таки выбрали его. Родился в крестьянской семье, отец был плотником, а мать – колхозницей. Маленьким ребенком он пережил войну и немецкую оккупацию, а потом, как и вся страна, тяжелые послевоенные годы. Перед тем, как стать летчиком, получил рабочую специальность – семьянин, коммунист и вообще идеальный типаж советского человека. Нет, конечно, Титов тоже был простым русским парнем, светлоглазым, с открытой улыбкой и залихватским чубом. Но по народной теории его родная деревня была слишком далеко, где-то в Алтайском крае. Да и разве может у первого советского космонавта быть не русское имя – Герман? Такие теории – попытка найти простой ответ на вопрос, почему именно Гагарин стал космонавтом номер один. Можно называть это случайностью, а можно – судьбой. По всему выходило, что Гагарину предстояло стать обычным рабочим человеком, каких в СССР миллионы. В 15 лет, закончив 6 класс неполной школы в Гжатске, он поступил в ремесленное училище номер 10 в подмосковных Люберцах, а одновременно с тем в школу рабочей молодежи. Это такое общеобразовательное учреждение, где молодые рабочие могли получить среднее образование без отрыва от производства. 2 года спустя, в 1951-м, Гагарин с отличием окончил училище по специальности формовщик-литейщик. И тем же летом переехал в Саратов. Почему именно в Саратов? Там находился индустриальный техникум, где можно было стать мастером литейного дела. К тому же с Гагариным туда поступили 2 его однокашника из Люберец. А это кажется немаловажным фактором, когда тебе 17 лет, и ты переезжаешь в большой и совершенно незнакомый город. Не так страшно. Конечно, можно было сразу пойти работать, но образование, пусть даже специальное, казалось более перспективным с точки зрения будущей карьеры. А то, что Гагарин о будущем задумывался, сомнений нет. Он любил спорт, особенно баскетбол, и учеба в Саратовском техникуме давала возможность заниматься в спортивном обществе «Трудовые резервы». Сейчас, конечно, сложно представить, что человек с ростом 165 сантиметров может сделать баскетбольную карьеру. Но именно такой рост был у Александра Гомельского, несколько лет отыгравшего в ленинградских клубах, а потом ставшего легендарным советским тренером. Так почему бы и невысокому Гагарину не стать профессиональным спортсменом? Тем более играл он хорошо, получил первый взрослый разряд и даже был капитаном студенческой команды. Но именно в Саратове Гагарин всерьез увлекся небом и тем, что еще выше – космосом. Он много читал, наверстывая упущенное в детстве. На последнем 4-м курсе учебы в техникуме Гагарин поехал на расположенный в 7 километрах от города аэродром Дубки и записался в Саратовский аэроклуб. А полгода спустя, 1 июля 1955-го, впервые самостоятельно поднялся в небо. И это изменило все. К октябрю 1955-го у Гагарина было более 42 часов налета, и после окончания техникума он попал в армию не в качестве срочника, а курсантом 1-го Чкаловского военно-авиационного училища летчиков.
Это значит, появился шанс сойти с колеи ремесленное училище, техникум, завод. Хотя, конечно, не сойти, а взлететь. Но если со взлетом проблем не было, то с посадкой они возникли, причем очень серьезные. На второй год обучения курсантов перевезли в гарнизон под Чкаловым, так тогда назывался Оренбург, где им предстояло пересесть с хорошо знакомого Яка на реактивный МиГ-15. И тут оказалось, что несмотря на отличные знания в теории, на практике Гагарин никак не мог справиться с новым самолетом. То ли из-за небольшого роста, то ли из-за малого налета, но раз за разом он совершал одну и ту же ошибку – высокое выравнивание профиля посадки. Это грозило привести к катастрофе, поэтому инструкторы не могли выпустить его в самостоятельный полет. На этом все. Курсанта Гагарина представили к отчислению. Но, вероятно, ему и впрямь суждено было стать пилотом. Иначе сложно объяснить, почему армейская бюрократическая машина засбоила. Гагарин умолял инструкторов дать ему шанс, и те убедили командира полка не подписывать документы на отчисление. Гагарину увеличили число учебных полетов, а еще разрешили подкладывать на сиденье подушечку. И даже если причина была не в росте, подушечка эта, как плацебо, сработала. А осенью 57-го, когда курсанты Чкаловского училища летчиков готовились к выпускным экзаменам, СССР запустил первый искусственный спутник. Это вызвало необычайный ажиотаж в казармах. И человек полетит лет через 15. После запуска первого спутника и у меня появилась мечта, а может быть, когда-нибудь и я стану космическим путешественником. Через 15 лет Гагарину было бы 38, и, скорее всего, его бы отсеяли на самом раннем этапе отбора в космонавты. Но так долго ждать не пришлось. 10 апреля 61-го он вместе с другими космонавтами первого отряда сидел в беседке на берегу Сырдарьи и слушал слова Королёва. Решено, что первым полетит Гагарин. Конечно, о таком курсант летного училища не мог даже мечтать. Он мечтал, чтобы студентка Чкаловского медучилища Валентина Горячева согласилась стать его женой. И она согласилась. Свадьбу сыграли 27 октября. Все подняли бокалы за партию, народ и советское правительство. Сейчас сложно поверить, что именно так все и было, но если первый космонавт и лукавит, то, кажется, не очень сильно. Через несколько недель после свадьбы молодожены расстались почти на 9 месяцев. Валентине нужно было окончить медучилище, а Гагарин уехал в 769-й истребительный полк. Там, за полярным кругом, он начал изучать историю и теорию марксизма-ленинизма, а в 59-м подал заявление с просьбой о вступлении в КПСС. Безусловно, мог в этом присутствовать и некоторый расчет. Без партбилета хорошую карьеру сделать было сложно. Но все-таки сомнений в том, что 25-летний Гагарин искренне верил в коммунизм, нет. Середина хрущевской оттепели. Тогда почти все верили в коммунизм. Верили и мечтали, что он вот-вот наступит. Новая эра человечества. Нужно просто любить и работать. Я не верю, хоть жгите, не верю в бессловесный, винтичный разум. Я смирению не завидую, но эпоху понять пытаясь, я не верю, что это винтики с грозным космосом обрадались. Гагарин проходил кандидатом в члены КПСС до лета 60-го. В партию его приняли уже после зачисления в первый отряд. Беспартийным лететь в космос нельзя. Ведь никто не знал, что там, а вдруг Бог. Но Бога Гагарин не видал. Хотя и залетел на 92 километра выше запланированного. Дело в том, что в системе радиоуправления произошел сбой, и отделение третьей ступени произошло почти на полсекунды позже. Это сдвинуло всю последовательность работы систем Востока, в результате чего корабль набрал скорость выше запланированной на 91,5 км в час. Это значительно увеличило высоту апогея до 327 км и означало: не сработает тормозная двигательная установка, Восток пробудет на орбите недели 3. За это время Гагарин неминуемо погибнет. Максимальный срок пребывания корабля в космосе – 10 суток. Именно настолько была рассчитана система жизнеобеспечения.
10 дней на околоземной орбите – это запасной вариант, придуманный как раз на случай отказа тормозной двигательной установки. А то, что проблемы с ней возможны, подтвердил полет корабля-спутника с несчастливыми пчелкой и мушкой на борту. Именно вариант отказа ТДУ космонавты отрабатывали 10-дневными сидениями в сурдобарокамере. Именно для этого их мучили одиночеством и тишиной. Сурдобарокамера, она же СБК-48, она же «Одиночка», это небольшая полностью изолированная комнатка, заставленная приборами, банками и едой. Еще там есть авиационное кресло, в котором можно спать, если откинуть спинку. А если спинку поднять, то в комнатке освобождается место для какой-нибудь физической активности, например, бега на месте. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дней. Впрочем, сам Гагарин с этим испытанием справился на отлично. Он читал книги, в том числе любимого Ивана Ефремова, делал зарядку, мастерил какие-то поделки и подшучивал над теми, кто был снаружи. Однажды, передавая очередное штатное сообщение, он вдруг начал бодро рапортовать о подлете к Венере. От неожиданности Земля ему даже что-то ответила, нарушив тем самым условия эксперимента. Но все-таки «Одиночка» была одним из самых тяжелых испытаний, которым подвергали космонавтов во время подготовки. Именно во время такой тренировки погиб Валентин Бондаренко, самый молодой из слушателей космонавтов. На 10-е сутки эксперимента он, не глядя, бросил смоченную в спирте ватку в корзину для мусора, но промахнулся. Она попала на включенную в сеть электроплитку, и насыщенная чистым кислородом атмосфера мгновенно вспыхнула. Пока сотрудники Института авиационной и космической медицины открывали шлюз сурдобарокамеры, космонавт получил множественные ожоги, а через несколько часов скончался. 24-летний Валентин Бондаренко по прозвищу «Звоночек» жил на 5-м этаже той же офицерской хрущевки в Чкаловском, где поселили всех космонавтов. Спускаясь по утрам на зарядку, он звонил в каждую дверь и будил своих товарищей по первому отряду. Корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс». Я бы хотел спросить у подполковника Гагарина, не было ли человеческих жертв в Советском Союзе при осуществлении программы космических полетов? По этому поводу много существует различных разговоров и, я бы сказал, клеветы. И наша газета, в частности, газета «Известия», подробно отвечала на эти вопросы. Я вам могу заявить со всей ответственностью, что у нас в течение в процессе всего исследования космического пространства, всех космических полетов и при подготовке к ним никаких человеческих жертв не было. Мог ли подполковник военно-воздушных сил СССР ответить иначе? Такой вопрос Гагарину в тот день не задал ни один корреспондент. Пролетая над Тихим океаном, Гагарин решил позавтракать второй раз за день. Меню было разнообразное, причем не только в тюбиках – паштеты, соусы, пюре, плавленый сыр, напитки и варенье к чаю, но и твердые продукты – копченая колбаса, хлеб, дрожжи и лимонные дольки. Хлеб, кстати, был особенный. Его испекли маленькими округлыми буханочками по 9 граммов каждая, чтобы не пришлось откусывать. Сделано это было, чтобы избежать попадания крошек в дыхательные пути космонавта и системы жизнеобеспечения корабля. Собственно, весь этот завтрак входил в программу полета, а не потому, что Гагарин проголодался. Необходимо было проверить, сможет ли человек глотать в условиях невесомости. Еды было много, на 10 дней. Одних только тюбиков 63 штуки. Завтраки, обеды и ужины были помечены цифрами. Перед стартом конструктор Ивановский шутил, что после такого рациона Гагарин потолстеет, но не потому, что будет 10 дней болтаться на орбите. Сегодня прилетишь, сразу всех съешь. Не, главное, колбаска есть, самогон закусывается. А он записывает и смерзает. Насчет того, какие именно блюда выбрал Гагарин для своего космического завтрака, есть разночтения. Но чаще всего упоминаются щавелевое пюре, мясной паштет и шоколадный соус на десерт. Хотя, возможно, это был черносмородиновый сок с мякотью. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире
полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Вот так первый полет человека в космос, подготовку к которому столько месяцев держали в строгой секретности, перестал быть тайной. В этот момент старший лейтенант, майор Гагарин, облетал мыс Горн, самую южную точку Южной Америки. Гагарин любуется простирающейся под ним планетой. Он первый человек, кто видит ее с такой высоты. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга, от самой поверхности Земли вниз такая радуга переходит. Очень красиво, очень исправно иллюминатор. Звезды, как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полет в теле Земли. Иллюминатор, я наблюдаю все, она так проходит слева направо, по иллюминатору право. А высота эта была почти на 100 километров больше запланированной. И риск, что первый космонавт не сумеет благополучно вернуться на Землю, все еще оставался. Существуют конспирологические теории, утверждающие, будто Советский Союз отправлял людей в космос и до Гагарина, в 1959 году или даже раньше. Но все эти полеты остались засекреченными, потому что закончились неудачей, и пилоты погибли. Мол, хвастаться-то нечем. Но ведь и Гагарин мог не вернуться. И тогда, после сообщения ТАСС о запуске корабля «Спутника «Восток» с гражданином СССР на борту, тот же диктор Левитан зачитал бы траурный текст про героическую гибель первого космонавта. О том, что Советский Союз запустил космический корабль, американцы узнали через 20 минут после старта, когда «Восток», в документах ЦРУ его называли «Спутник-11», пролетал над Алеутскими островами. Еще через 38 минут Агентство национальной безопасности США получило доказательство того, что полет пилотируемый. Станция слежения на острове Шемья перехватила сигнал телетрансляции с Востока. Сомнений, что на борту находится живой человек, быть не могло. В это время в Вашингтоне стояла глубокая ночь. А уже утром это знали все. Советы выиграли космическую гонку. Кеннеди отреагировал быстро. В тот же день он отправил телеграмму Хрущеву, в которой поздравил и его лично, и весь советский народ. А в конце написал: «Я искренне хочу, чтобы в продолжающемся стремлении к изучению космического пространства наши нации могли работать вместе во благо всего человечества». Но, видимо, глава СССР это предложение проигнорировал. Американцы сумели отправить человека в космос лишь 5 мая. Это был тот самый прыжок. Корабль поднялся на высоту 187 километров и опустился по баллистической траектории в 487 километрах от места запуска. На борту был астронавт Алан Шепард. Полет продлился всего 15 минут 28 секунд. А уже 25 мая президент Кеннеди, выступая в Конгрессе, объявил о начале лунной программы США. To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Алан Шепард стал вторым человеком в космосе. Можно сказать, что ему не повезло. Но 10 лет спустя, в феврале 71-го, 47-летний Шепард спустится из посадочного модуля Аполлона-14 на поверхность Луны.
«Это был долгий путь», — скажет он. «Но вот мы здесь». Сообщение ТАСС о полете Гагарина стало самой цитируемой новостью в мире. Голос Левитана заставлял жителей СССР плакать и плясать от счастья. Все советские люди ждали возвращения первого космонавта. Но больше всех его, конечно, ждала Валентина. О том, что ее муж летит в неизведанное, она узнала всего за несколько дней до старта. Они проговорили всю ночь, и Валя сказала: «Если ты уверен в себе, решайся. Все будет хорошо». И он улетел. А она осталась в их хрущевке в поселке Чкаловском с 2 дочерьми. Младшая, Галина, родилась 7 марта. Впрочем, был еще один человек, который никак не мог дождаться, когда Гагарин наконец приземлится – Никита Хрущев. Новость о первом полете человека в космос, советского человека, привела главу СССР в неописуемый восторг. Он настоял на присвоении Гагарину внеочередного звания майора. Хотя, говорят, министр обороны Малиновский был не очень доволен таким перепрыгиванием через ступеньку. Да и сам Гагарин потом то ли шутил, то ли всерьез жалел, что не пришлось походить капитаном, ведь это самое красивое звание. Но это будет потом. А пока никто не знал, вернется ли первый человек в космосе на Землю живым. Полет проходит успешно. Самочувствие отличное. В 10:23 Гагарин в последний раз вышел на связь с Землей. По плану, через 2 минуты должна была включиться тормозная двигательная установка, затем отсоединение приборного отсека. И уже после этого спускаемый аппарат должен был войти в плотные слои атмосферы. Если бы что-то пошло не так, полет мог закончиться трагедией, и перелет корабля на 100 километров выше сильно увеличивал такой риск. Не сработает ТДУ, и «Восток» мог почти месяц спускаться на Землю, а Гагарин бы обязательно погиб. Но даже при срабатывании тормозной системы у него были все шансы приземлиться не на территории СССР, а, например, в океане. На этот случай у ТАСС было заготовлено специальное обращение ко всем правительствам, кораблям и самолетам. А первому космонавту был выдан спасательный ранец на все случаи жизни. Там даже были пистолет, чтобы отстреливаться от белого медведя, и средства для отпугивания акул. — 10:25. «Восток» пролетал над Западной Африкой, когда включилась тормозная двигательная установка. Не подвела. Через 10 секунд после выключения ТДУ спускаемый аппарат должен был отстыковаться от приборного отсека, но отделения не произошло. К тому времени невесомость уже прошла. Корабль начал крутить вокруг всех 3 осей с очень большой скоростью. Что-то, кажется, идет не так, но о проблемах на Землю Гагарин не докладывает. Разделение спускаемого аппарата и приборного отсека произошло в 10:36, на 10 минут позже запланированного. К тому времени корабль находился уже над Средиземным морем, в 120 километрах над землей. Гагарин мчался вниз, а вокруг него бушевало пламя. Оказалось, что тормозная двигательная установка действительно включилась вовремя, но не доработала всего 1 секунду из-за потери части топлива. В двигатель под давлением 60 атмосфер стал поступать азот, из-за чего корабль начал крутить со скоростью 30 градусов в секунду. Потом Гагарин назовет это «кардибалет», а задержка с разделением отсеков и превышение орбиты стали причиной незапланированной траектории спуска. Приборный отсек отделился от спускаемого аппарата лишь когда корабль оказался в плотных слоях атмосферы и соединяющие их кабели перегорели. После этого кардибалет закончился. Но из-за трения начала гореть теплоизоляция спускаемого аппарата.
Гагарин слышал треск и чувствовал запах гари. И вот тогда начались перегрузки. Причем гораздо более сильные, чем при старте. В какой-то момент Гагарин потерял фокус зрения. Показания приборов стали расплываться, в глазах стало сереть. Такое происходит при перегрузках в 10-12 G. К счастью, продлилось это недолго. Перегрузки начали плавно, но быстро спадать. И если огонь снаружи не прорвется внутрь спускаемого аппарата, то скоро произойдет катапультирование, а там и до земли рукой подать. В заявлении ТАСС о посадке «Востока» говорится, что она произошла в заданном районе Советского Союза. Это не совсем так. Слишком уж отличалась траектория посадки от рассчитанной. Разные источники называют разные районы, где якобы должен был приземлиться Гагарин. И разброс очень большой, от Ростова-на-Дону до Перми. А это больше 1500 километров. Тот же Каманин в своем дневнике писал, что после старта «Востока» они вылетели в Сталинград. В Волгоград его переименуют только осенью 61-го. И уже в небе получили известие, что Гагарин благополучно сел и скоро будет в Куйбышеве, то есть в Самаре. Поэтому кажется логичным предположить, что местом посадки была не точка, а район, что отчасти подтверждают репетиционные запуски двух «Востоков» в марте. Оба стартовали с 5-го полигона, но место посадки «Звездочки» было в 200 километрах от того, где приземлилась «Чернушка». И все-таки у расчетной точки приземления Гагарина были вполне конкретные координаты. К северу от села Акатная Маза Саратовской области. Однако он не долетел 180 километров и сел неподалеку от деревни Смеловка, примерно там, где с другими слушателями-космонавтами проходил парашютную подготовку. «Все случилось как в хорошем романе», — говорил потом Гагарин и вспоминал, как узнал изгибы Волги, пролетая в 7 километрах над нею. Именно на этой высоте произошло катапультирование. После один за другим раскрылись основной и запасной парашюты. 2 парашюта — это очень опасно, потому что ими невозможно управлять. Кроме того, при катапультировании куда-то улетел НАЗ, тот самый носимый аварийный запас со средством для отпугивания акул и другими полезными штуками, например, лодкой. Был серьезный риск упасть в Волгу, и тогда космонавт во всей своей экипировке почти наверняка пошел бы ко дну. Но, к счастью, ветер отнес его от берега, а на высоте около 30 метров Гагарина удачно развернуло по направлению сноса, и он благополучно приземлился на мягкое, недавно вспаханное поле. Даже не ушибся. Но и это были не все опасности. Гагарин спускался в закрытом гермошлеме, и для того, чтобы воздух начал поступать внутрь скафандра, необходимо было открыть специальный клапан. Клапан не открывался. В течение нескольких минут Гагарин пытался с ним справиться, но ничего не получалось. Все это время он дышал тем воздухом, что еще оставался в герметичном скафандре. Оказалось, что тросик клапана пережало то ли ремнями, то ли демаскирующей оболочкой, и высвободить его удалось лишь выковыряв оттуда с помощью зеркальца. Гагарин приземлился, отцепил парашюты и встал на твердую землю колхоза «Ленинский путь». Открыл шлем и вдохнул самый вкусный воздух в мире. Он не был на земле целых 106 минут. Сейчас же Гусев крикнул из люка: «Товарищи, я передам Энтим на Марсе пламенный привет от Советской Республики. Уполномачиваете?» Толпа загудела. Раздались аплодисменты. Алексей Толстой. Аэлита. 1922 год. А потом началась невообразимая суматоха. Местные жители, военный аэродром под Энгельсом, медкомиссия, рапорты, яблоко вместо обеда, звонок от Хрущева, регистрация рекорда, перелет в Куйбышев, встреча с Королевым, коньячок с товарищами, обкомовская дача, новый мундир и поздравления, поздравления, поздравления. Свидетелей этих событий было так много, что нет ничего удивительного, сколько версий потом появилось. Версия Гагарина была следующей. Первыми людьми, которых космонавт встретил на Земле, оказались жена лесничего Анна Тахтарова и ее внучка Рита. Они увидели упавшего с неба человека в странном оранжевом одеянии. Неужели снова американский шпион? Но тот, заметив их, закричал: «Не бойтесь, я свой, советский». И на шлеме его 4 рубиново-красные буквы – СССР. Говорят, у меня рядом
полосой. И девочка вдруг заметил. Смотри, бабанька, летит что-то. Я глянул, и правда летит, да низко мимо нас и низко. Когда он приземлился, шел к нам, а мы обратно, испугались был его. А он шумит нам: идите, мамаша, идите сюда, не бойтесь, человек свой. Когда подшел уже, снял перчатку. И тут здоровкались, спросил: как вас, мамаша, зовут? Я говорю: Анна зовут. Ну и он тут представил себя. После этого Гагарина отвезли в воинскую часть, где был телефон. Оттуда на вертолете в расположенный в 23 километрах город Энгельс. Весть, что первый в мире космонавт приземлился здесь, неподалеку, разнеслась быстро. Люди стекались со всей округи. Они шли к месту приземления спускаемого аппарата, вокруг которого выставили военную охрану. Шли к зданию на военном аэродроме, где находился Гагарин в ожидании официальных лиц. Десятки, сотни, может даже тысячи людей ехали, шли и бежали в надежде увидеть Гагарина, прикоснуться к нему. Хрущев распорядился, чтобы в столице была организована торжественная встреча первого космонавта. К какому-то грандиозному событию никто до этого не готовился. Предполагалось, прилетит он в Москву, вручат ему орден, и все, пожалуй. Герой молодец, Родина не забудет. Но у руководителя СССР были свои планы. И чтобы лично встретить Гагарина, он прервал отпуск на Черном море и срочно вылетел в Москву. Существует не так много фотографий и кинокадров с Гагариным, сделанных в тот день. Почему? Ответ прост. В стране, только что выигравшей космическую гонку, любительские фото- и кинокамеры были, скажем так, не очень распространены. Известно, что на цветную кинопленку снимал оператор-документалист Махмуд Рафиков. Например, он зафиксировал телефонный разговор Гагарина с Хрущевым, перелет первого космонавта на самолете в Куйбышев и встречу с другом и товарищем по первому отряду Германом Титовым. Вот только это был закрытый фильм для внутреннего пользования, большая часть которого и сейчас, по всей видимости, спрятана где-то в архивах. Но некоторые кадры позже все-таки обнародовали. Например, снятые в Энгельсе, на которых спортивный комиссар проверяет удостоверение космонавта Гагарина. Хотя вообще-то по протоколу он должен был сделать это на месте посадки, а еще подтвердить, что космонавт приземлился в спускаемом аппарате. Удивительное дело, но ради регистрации рекордов еще до полета было решено пойти на прямой подлог. Официальная версия была такой. Спортивный комиссар Борисенко прибыл к месту посадки, где его ждал только что приземлившийся Гагарин, проверил удостоверение космонавта, опознавательные знаки космического корабля, на котором было написано «Восток СССР», и зарегистрировал 3 абсолютных мировых рекорда. После чего вместе с Гагариным, скафандром и бортовым журналом улетел на вертолете. Врать об этом потом долгое время пришлось всем, в том числе и первому космонавту Земли. Следующий день Гагарин провел с Королевым, Каманиным и космонавтами первого отряда на даче Куйбышевского областного комитета КПСС. Он отдыхал, играл на бильярде и катался на катере по Волге. В это время в местном спецателье срочно шили новый майорский мундир. В нем Гагарин и вышел из самолета на Внуковском аэродроме, где его встречали Хрущев, Брежнев, остальные руководители страны и партии и, конечно, семья – родители, братья, сестра и жена Валентина. Гагарин шел по бесконечно длинной красной дорожке, и тут оказывается, что у него развязался шнурок. Это заметили все, в том числе и сам космонавт. Но останавливаться нельзя. Этот дурацкий шнурок стал трогательным символом того, что Гагарин, конечно, герой, но еще он обычный человек. Может, не самый обычный, а человек с прекрасным физическим и психическим здоровьем, умеющий летать по приборам и выдерживать 12-кратные перегрузки. Человек, который перед прыжком в неизвестность просит поставить ему музычку про любовь и всегда делает, как учили. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров СССР, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин.
После этой телетрансляции на улице Москвы высыпали десятки тысяч человек. Они стояли вдоль Ленинского проспекта, по которому ехал кабриолет с Хрущевым и читой Гагарина. Заполнили всю Красную площадь. Восторженная толпа шла по улицам с самодельными плакатами. «Ура! Космос наш! Фантастично!» В честь первого космонавта устраивают кремлевские приемы и дают артиллерийские салюты. Его ждут в каждом городе и любят все, буквально все. Но сам Гагарин никак не ожидал, что станет героем, и совершенно не был к этому готов. Всего через 2 недели после торжественной встречи в Москве Гагарин улетел в Прагу. Это был его первый выезд за рубеж. Он едет по переполненным улицам прекрасного города, девушки закидывают его цветами, а по радио поют «Добрый день, майор Гагарин». Он выступает на митингах, жмет руку президенту Новотному и получает золотую звезду Героя социалистического труда Чехословакии. Портреты на митингах, плакаты на зданиях, почтовые марки с его именем и даже переименованные в его честь улицы – все это произошло буквально за несколько недель. Гагарин стал суперзвездой. Следующие 3 года после приземления он ездит по миру. И это самый подробно задокументированный период его жизни. Вот Гагарин на сталелитейном заводе и в Букингемском дворце, на Московском кинофестивале и в африканских джунглях. А вот Гагарин с кубинскими революционерами и с православным патриархом, с мексиканскими мариачи и японскими гейшами. Он посетил около 30 стран, провел десятки официальных встреч, выступил на сотнях митингов и 1000 раз сжал руки совершенно незнакомым людям. Ему дарили подарки и вручали ордена. Ему аплодировали и отрывали от кителя пуговицы. Да, ему действительно так часто отрывали пуговицы, специально на память о космическом человеке, что Гагарин даже стал возить с собой коробочку с запасными. Благо, каждый советский офицер умел пришивать пуговицы и перешивать воротнички на кителе. Поначалу он ездил с Каманиным, потом с женой и детьми, потом с другими космонавтами. Мир вокруг менялся, СССР и США едва не развязали ядерную войну, в космосе успели побывать больше дюжины человек, в том числе первая женщина, а он, легендарный Гагарин, продолжал ездить по странам, улыбаться и примерять разные шапки. Да, с одной стороны, он пил чай с английской королевой и познакомился с Че Геварой, а с другой был в Индии и ведь даже слонов не видел, ни единого. Жизнь Гагарина в первые после полета годы напоминала несущийся корабль-спутник с неотстыковавшимся приборным отсеком. Его крутило голова-ноги, и все, что оставалось пилоту, ждать стабилизации и не поднимать шум. Очевидно, Гагарин не думал, что этот кардибалет продлится долго, и даже пытался продолжить жить как советский офицер и летчик-космонавт, а не как поп-идол и звезда. В сентябре 1961-го он поступил в военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. По его собственным словам, привела туда неотложная нужда в знаниях. Нет сомнений, что Гагарин снова собирался в космос. Вот только теперь его не интересовало наматывание витков вокруг родной планеты.
Он был нацелен дальше, к Луне или даже к Марсу, о котором так давно мечтал Королёв. Но все-таки Гагарин уже жил в другой реальности. Теперь он не просто идет получать высшее техническое образование, а сообщает об этом в прессе и объясняет, для чего это делает. Даже о его учебе в академии потом издадут книгу с картинками. Теперь у него большая квартира в Чкаловском, в той же офицерской хрущевке, но этажом ниже, и шикарная черная «Волга». Всего через год после полета его снова досрочно повысили, до подполковника. А еще 1,5 года спустя он уже полковник. Теперь Гагарин – депутат Верховного Совета и член Центрального комитета комсомола, писатель-мемуарист и тренер женского отряда космонавтов, председатель Общества советско-кубинской дружбы и создатель Федерации воднолыжного спорта. Вот только он перестал летать. 5 лет назад мне выпала большая честь совершить первый космический полет. За эти 5 лет мои друзья, соратники, товарищи, коллеги по работе в отряде космонавтов совершили свои незабываемые космические рейсы. В космос тем временем выстроилась целая очередь. Еще не все товарищи Гагарина по отряду совершили полет, а уже набран отряд номер 2. И вернуться в строй первому космонавту будет совсем непросто. Только потому, что он Гагарин, никто его в корабль не посадит. А ведь он очень хотел снова оказаться в космическом корабле. И желательно в корабле, летящем на Луну. Поэтому в январе 1966-го Гагарин начинает готовиться к полету на «Союзе», многоместном корабле нового типа, технологически более сложном и совершенном, чем «Восток». Корабль «Союз» — это самый успешный и надежный космический проект, созданный Королевским ОКБ номер 1. Причем настолько, что с Байконура до сих пор взлетают его модификации и стыкуются с Международной космической станцией. Однако к апрелю 1967-го это новая техника. Ее спешно вводили после сворачивания программы «Восход», кораблей, с которыми новую гонку, лунную, было точно не выиграть. Первый пилотируемый запуск «Союза» был назначен на 23 апреля 1967 года. Несмотря на то, что все 3 предыдущих беспилотных частично или полностью оказались неудачными. Командиром и единственным членом экипажа корабля стал опытный космонавт Владимир Комаров, а дублером – его друг Юрий Гагарин. Старт «Союза» прошел успешно, но когда корабль оказался на орбите, одна из 2 солнечных батарей не раскрылась. Из-за этого полет было решено завершить досрочно. Корабль благополучно сошел с орбиты и вошел в плотные слои атмосферы. Но случился сбой парашютной системы, и спускаемый аппарат врезался в Землю со скоростью почти 200 км в час, после чего практически полностью сгорел. Комаров стал первым человеком, погибшим во время космического полета. Образ Владимира Михайловича близок и дорог нам, космонавтам. Мы ценим его как человека нового общества, пламенного патриота, офицера-коммуниста, воспитанного Ленинской партией, замечательного товарища и верного боевого друга. Мы всегда будем помнить о тебе, дорогой наш Володя, и достойно продолжать дело, которому ты отдал свою яркую, прекрасную жизнь. После гибели Комарова стало очевидным, что Гагарин вряд ли еще когда-нибудь увидит Землю такой, какой видел ее 12 апреля 1961 года. Рисковать иконой СССР никто не станет. Понимал это и сам Гагарин. Он продолжает писать книги, выступать с лекциями, заниматься общественной деятельностью, охотиться и коллекционировать кактусы. А еще в феврале 1968-го он защищает диплом в военно-воздушной инженерной академии и продолжает летать на самолетах. Правда, пока с инструктором. 27 ноября 1967 года Гагарин наконец получает разрешение на самостоятельный полет. 3 дня он сидит на аэродроме и ловит погоду, но наступила зима, и Каманин запрещает вылет. Гагарин 7 лет не летал самостоятельно, и выпускать его в снегопад при видимости 2 километра и менее слишком рискованно. Этот запрет очень обидел Гагарина, и он заявил, что уходит с поста заместителя начальника Центра подготовки космонавтов. Но Каманин его отставку не принял. «4 месяца спустя
Каманин разрешает Гагарину сесть за штурвал МиГа. Правда, снова с летчиком-инструктором. Им был назначен командир полка при Центре подготовки космонавтов, пилот-испытатель Владимир Серегин. Он должен проверить готовность первого космонавта к самостоятельному полету. Траурная процессия направляется на Красную площадь. А через 3 дня прах Гагарина и Серегина захоронили в Кремлевской стене. Во время похорон десятки тысяч человек вышли на улицы Москвы, как и 7 лет назад, в апреле 61-го. Впервые в истории СССР траур объявили не по главе государства, а по летчику. Гибель Гагарина родила массу слухов и предположений. Есть много народных версий, все разной степени убедительности. От звучащих вполне правдоподобно, вроде полета некоего секретного истребителя, сверхзвуковой маневр которого вогнал МиГ Гагарина и Серегина в штопор, до совсем злых и абсурдных, будто погибшие пилоты пьяными гоняли лосей по Владимирским лесам. Официальный отчет специальной комиссии по расследованию причин катастрофы опубликован не был. Вот все, что мы знаем. 27 марта в 10 часов 19 минут Гагарин и Серегин на реактивном самолете МиГ-15 УТИ взлетели с аэродрома Чкаловский в Московской области. Экипаж получил задачу выполнить простой пилотаж в зоне над районом города Киржач во Владимирской области. Высота полета была около 4 километров. Погода хорошая. Выполнив задание, Гагарин запросил разрешение развернуться для следования на аэродром. На этом в 10 часов 30 минут и 10 секунд связь с самолетом прервалась. Обломки МиГа обнаружили почти через 5 часов, а утром следующего дня нашли останки пилотов. Среди найденных личных вещей был бумажник Гагарина, в котором лежало удостоверение личности, водительские права, 74 рубля и фотография Королёва. Мои самые большие планы, самые заветные мечта – это еще раз, если позволит, и здоровье, и, так сказать, мои способности, деловые качества, и не раз побывать в космическом пространстве, слетать туда, посмотреть побольше, слетать на другие планеты. Но я, конечно, понимаю, что до тех пор, пока мои друзья туда не слетают, меня не пустят. Но когда подойдет моя очередь, очевидно, я с большим удовольствием слетаю еще раз.